Раки, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на август 2023 года. Посмотрим и проанализируем цепочку предстоящих событий и, в принципе, что вам нужно запланировать на этот период. Сегодня мы с вами будем работать с колодами Викторианское романтическое таро, а также Ленорман Золотого века. Поэтому приступаем. Вы можете уже подумать, настроиться на свои планы. И будем анализировать, как у вас отыграется все. Смотрим все сферы. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, вопросов личной жизни и рекомендации от карт на месяц. Так, арканы вам видны. Приступим. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится девятка пентаклей. Шикарный период. Почему? Потому что здесь это вы в центре внимания. Это вложение в себя любимых, это забота о себе, это ситуация, когда вся вселенная крутится вокруг вас. Потому что эта карта – это жизнь в райском саду. Это новые возможности, это увеличение достатка, это сюрпризы, подарки, это инвестиции в себя, это крупные покупки, приобретения. Потому что здесь, позволить себе все то, что вы хотели, к чему вы стремились. Здесь действительно себя баловать во всех смыслах этого слова. У кого-то эта карта может отыграться как изменение социального статуса, то есть быть самодостаточными, независимыми финансово, а у кого-то быть в статусе содержанки или быть на содержании. Сейчас мы посмотрим, в какой сфере для вас эта карта будет в большей степени созвучна. И если мы смотрим здесь по королю мечей, то арканы говорят о следующем. То есть для кого-то действительно это финансовая помощь и поддержка со стороны короля мечей, мужчины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. А для кого-то это, в принципе, расширение ваших возможностей заработка. То есть проанализировать, подумать, во что вложить, как заработать, как увеличить или как легализовать ваш доход. Если эту дуаду карт мы с вами будем читать с точки зрения состояния здоровья, то здесь это могут быть вложения, в принципе, как в профилактику, в укрепление вашего состояния здоровья, или будут запланированы здесь у вас какие-то изменения. Какого плана? То есть пластические операции не с позиции направлены на молодость и красоту, потому что у нас идет ретро-Венера, а как исправление каких-то серьезных огрех. Будь то удаление шрамов, татуажа, сведение, допустим, бородавок, еще чего-нибудь, то есть каких-то дефектов кожи, которые, по сути, вас не устраивают. Вот это, конечно, будет здесь идти в плюс. Если смотреть вопросы работы, заработка, карьеры, у вас здесь ложится тройка жезлов, то есть новые возможности, новые горизонты. Труба зовет, и вы готовы к этой активности. Сил у вас будет много, энергии в том числе. Поэтому месяц будет благоволить тем, кто будет вкладываться и по максимуму трудиться. Сейчас проанализируем для каждого из вас, как для вас будет звучать эта карта. Для тех, кто у нас сейчас не может работать, то есть пенсионеры, мама в декрете, может быть, неработающие студенты, по тузу чаш все равно здесь идет поддержка финансового плана от родственников, либо какие-то, может быть, ваши накопления, на которые вы здесь имели место рассчитывать, или просто как разовый доход. Почему? Потому что по этим картам тройка жезлов и туз чаш – это как разовый объект или разовый заработок или разовая подработка, но не работа на постоянном этапе. Но в связке совокупности карт для некоторых это могут быть как вопросы анимации, то есть работать аниматором. Это еще какие-то творческие процессы, то есть то, что вы можете делать руками. Но, еще раз говорю, это как разовое мероприятие. Если смотреть ситуацию для соискателей, то здесь приложить немало усилий для того, чтобы обрести возможность получить ту вакансию, к которой вы стремитесь. То есть это активно проходить интервью, отправлять везде свои резюме, потому что вы здесь готовы поработать, вложиться. И по аркану император это благодаря помощи и содействию. Это может быть ваш знакомый, это может быть даже и отец, и кум, и брат, и сват. И в целом это может быть просто благостное расположение работодателя по отношению к вам. И здесь действительно вы можете получить работу. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником,
Тройка жезлов и паж пентаклей. Это ощущать себя в новом амплуа. Это новый опыт, новая работа. Это углубление в повышение качества вашей компетенции, потому что здесь это повышение уровня профессионализма. И карта показывает на то, что вы действительно можете проходить какие-то плановые мастер-классы, обучение, набирать для себя этот опыт. Или, возможно, у вас здесь может быть стажер, которому вы будете передавать этот опыт. Если анализировать ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, то тройка жезлов и рыцарь пентаклей. У вас здесь ситуация пока идет без изменений. Единственное, о чем здесь говорят карты, немножко вас утомило. Не то чтобы это стабильность, а она бы назвала даже застой, потому что рыцарь пентаклей это как бы все хорошо ровно, но вам хотелось бы большего. Так вот, вы будете стремиться к тому, чтобы выйти на новый уровень, то есть пробить финансовый потолок, то есть будете прикладывать к этому немалые усилия. Если смотреть ситуацию с точки зрения финансов по королеве жезлов. Сама по себе карта, как вы видите, карта двора, которая указывает на взаимодействие с женщиной огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец. Так вот, эта девушка, женщина может вам как поспособствовать в увеличении вашего дохода, то есть подтолкнуть, замотивировать, подсказать, может быть, кстати, вернуть долг, потому что здесь как приток денег через этого человека. Но и дополнительно дотяну вам, смотрите, королева жезлов и рыцарь жезлов, то есть новые перспективы роста. Незначительное, но увеличение вашего дохода. Поэтому здесь месяц у вас в этом плане будет хорошим. Если смотреть вопрос здоровья по двойке пентаклей, обращайте, пожалуйста, внимание на почки и надпочечники. Особенно у кого действительно это, допустим, хронические какие-то нарушения по состоянию здоровья. Потому что в августе они здесь могут проявиться. Ваша задача это предупрежден, значит вооружен, соответственно, чтобы вы могли своевременно эту ситуацию предотвратить. Вопросы личной жизни. Пятерка чаш. А вот здесь почему-то неутешительно. Давайте смотреть и анализировать, почему. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен, то пятерка чаш и тройка пентаклей указывают на ситуацию, что не до личной жизни, замужем за работой. Видите, вы с головой уходите в оттачивание своего мастерства, в вашу деятельность, в увеличение заработка, в становление вас, допустим, по карьерной лестнице, либо, знаете, как расширение возможностей вашей деятельности, вашего бизнеса. Поэтому личная жизнь здесь как-то проходит стороной. Все, что здесь может быть, это какие-то знакомства на работе. Да, человек вас может увлечь, но вы понимаете, что это пустое, у вас на это не будет ни времени, ни желания, ни сил. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то по аркану влюбленные это определиться с выбором, потому что здесь непосредственно ситуация единения. То есть вы можете понимать, что вам здесь придется кому-то сделать больно, отказать во взаимоотношениях, продолжении взаимоотношений, да, и уже определиться с выбором и строить союз с конкретным человеком. Если же наоборот, в ситуации, допустим, когда в этот любовный треугольник, не то чтобы вы попали по неволе, но вы не были его инициатором, а ваш партнер или партнерша не свободны, то, как показывают здесь арканы, тут такая вот будет ситуация, поскольку вы уже не тянете такое развитие отношений, это как полюбовно разойтись. Это может быть обоюдно принять решение о том, что это общение, эти отношения необходимо завершить. И если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, что у вас здесь? Пятерка чаш и маг. Здесь может быть у вас ссора, конфликт. Здесь каждый может стоять на своем. Здесь такая некая позиция эгоизма. Потому что по этим арканам, как показывают карты, это желание продавить под себя партнера. Даже в одну колоду видите туз мечей. Расставить точки над «и». Не у всех, но у некоторых пар здесь действительно может быть желание разойтись или даже развестись, потому что здесь по этим картам может идти обращение к адвокату. Но, повторюсь, это в единичных ситуациях. В остальном же это просто такой напряженный период, где по десятке пентаклей вы понимаете, что ради сохранения своей семьи вам нужно как бы идти ва-банк. То есть здесь продавливать партнера или партнершу в каких-то своих, как это сказать, планах, задачах, в вашем видении ситуации, то есть не давать спуску по каким-то моментам. Иначе вы понимаете, что все это будет бесполезно, и семья тогда окончательно развалится. Если смотреть рекомендации на месяц для вас. Восьмерка чаш.
Восьмерка чаш, если мы посмотрим, сама по себе карта какого-то уныния, печали, апатии. Это, знаете, как уходить с тяжелым сердцем. У кого-то это может быть, повторюсь, в плане взаимоотношений, то есть действительно здесь ситуация будет такова. Но, а с другой стороны, как совет и рекомендацию, это отпустить все то, что вас тяготит эмоционально, то есть постараться это проработать. Будь то самостоятельно, либо с психологом, то есть не травить себя какими-то токсичными эмоциями. Да, есть у нас у всех периоды, когда нужно поплакать, освободиться от груза какого-то негатива, но карты вам показывают, что даже если у вас есть такие настроения, то есть не затягивайте их, потому что здесь это детокс, это очищение. И вот по шестерке пентаклей вам действительно здесь может понадобиться чья-то помощь, но элементарно, как говорю, поплакаться в жилетку, кому-то озвучить свои переживания, либо обратиться за помощью к психологу. То есть не отказывайтесь от этого. Тем быстрее вы решите какие-то свои внутренние проблемы, от них освободитесь и будете сконцентрированы на себе и своих задачах. Если смотреть с вами неожиданность периода, что же у нас здесь? Какова здесь ситуация? Книга, мужчина, сад. Здесь, ну, колода женщина. По этим картам это попытки заглянуть в чужую душу, изучить. Знаете, как чужая душа потемки, так у вас будут попытки заглянуть, понять, почему же человек себя ведет как темная лошадка. Почему вы не можете его прочесть, что он от вас скрывает. Это первый нюанс. Второй момент. Здесь как с чьей-то подачи. Это может быть как и связано с работой, так и, допустим, ваши личные какие-то потребности и убеждения. Это заняться вопросами образования, то есть пойти на какие-то курсы, на какие-то мастер-классы. Почему? Потому что вы понимаете, что вам это позволит и легче адаптироваться в социуме и, допустим, наработать для себя дополнительную клиентскую базу. Если это касается вашего бизнеса или, допустим, если ваша работа связана с проектами, вы получаете бонусы, проценты, там, премию и так далее. Вот это все в позитивном акценте отразится на вашем заработке впоследствии. Если же разбирать вопросы личной жизни, то здесь может быть такое, знаете, как решение, это углубиться в первую очередь в понимание самих себя, в те процессы, которые происходят с вами, в изучение основ психологии для того, чтобы комфортно выстраивать отношения и решать все конфликтные ситуации дипломатично. То есть это у вас такая основная задача на этот месяц. Конечно же, мы с вами все это будем закрывать позитивными арканами, но прежде проанализируем. То есть здесь нет повода горевать или отчаиваться, потому что даже как основные карты у вас идут карты младшего двора. Поэтому сам по себе август у вас не будет нести каких-то мега глобальных перемен. То есть это то, что вы запланировали, то, к чему вы поэтапно шли. И здесь это просто как понять, принять, прожить. Поэтому здесь не будет ситуации, что у вас уходит там земля из-под ног. Это самое важное, самое главное. Ну а вы, пожалуйста, дайте знать по прошествии периода, как для вас отыграется данный расклад и эта информация. Буду вам признательна за энергообмен. В принципе, благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты. Я с вами не прощаюсь. Услышимся в следующем видео.